Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский старинный пасьянс. Второй расклад. Лилит или черная луна в Весах в вашем знаке зодиака. С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Почти год, без малого. И Лилит, или черная луна, это олицетворение того, что мы надежно прячем от других, но то, что бы нам очень хотелось осуществить. Это наши тайные желания, которые до поры до времени где-то молча ждут своего часа, но пытаются пробиться или напомнить о себе. И это прекрасный период, когда Лилит в вашем знаке, это прекрасный период для того, чтобы, знаете, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. Но в вашем знаке, а ваш знак – это баланс, дипломатия, так вот Лилит, обнажая некоторые аспекты нашей жизни, позволяет более гармонично вписать желание в какую-то реальность. У каждого она, безусловно, своя. И от того, насколько мы честны сами с собой, насколько мы понимаем, что да, действительно, этот баланс приходится искать между тем, что я хочу осуществить, и есть еще какая-то реальность. От этого будет зависеть траектория перемен. Нам всегда дает возможности судьба. Это как если бы вы, мои дорогие, захотели бы приготовить какое-то восхитительное блюдо. Вам судьба даст только сырые ингредиенты. Она вам даст муку, сахар, она вам даст соль, она вам даст перец, она вам даст фрукты. И от того, что вы выберете, в каких пропорциях вы будете это использовать, будет и зависеть конечный продукт. Мы делаем выбор каждый день. И часто мы его делаем неосознанно. Но вот за время пребывания, особенно для вас это будет очень важно. Для вас благоприятное время, мои дорогие Весы. Для вас и на последующий период нахождения Плутона в знаке зодиака Водолей – это время возможностей. Но вот это прелюдия, когда Лилит в вашем знаке. Долгое время, предыдущие 9 месяцев Лилит находилась в знаке Девы. И это больше, каких-то сложностей могло быть или каких-то пауз, когда что-либо стопорилось. А теперь ваша судьба в ваших руках от начала до конца. И как вы положите чему-то началу или, наоборот, что-то завершите. В последующем будет отстраиваться вот эта траектория перемен. Мы сами меняем свою реальность. Да, есть то, что нам приходится учитывать, но есть и то, когда мы правильно провзаимодействуем, и даже из минуса можем получить какой-то плюс. Итак, давайте будем смотреть, что для вашего знака зодиака. И если что-то я пропускаю, как образ, напишите, мы с вами обсудим. Что же для вас этот период? Какие вопросы или какая сфера жизни может быть наиболее актуальна? Действительно судьба. Крест. Символ креста – это судьба. Безусловно, это возможности от того, как мы воспользуемся теми возможностями. Или то, что мы увидим. Не всегда же ведь мы видим то, что нам высшие силы, пространство пытаются преподнести или обратить на что-то внимание. Мы ведь закрывать глаза, мы люди, мы не боги. Так вот, не пропустите какого-то праздника в вашей жизни, мои дорогие. Посмотрите, выпадает бокал, это сам по себе торжество, праздник, это гости. Либо вы куда-то едете, либо к вам приезжают. Но это больше такой уже мелкий момент. Но если именно с крестом, это какое-то торжество, это как какая-то веха в вашей жизни, в судьбе, которая имеет значение на дальнейший период жизни. Вот правда, чего-то не упустить. И причем это известие может приходить совершенно каким-то образом, но я бы даже сказала, не очень приятным. Тут вы можете столкнуться с тем, потому что у вас выпадает колокол. Это то, что
мы называем известием, которое нас так вот в стопор может привести. Или отчасти так обесточить на какой-то момент. Это то, что мы не можем отменить, понимаете? Есть, видимо, что-то в этом периоде, то, что вам придется в последующем учитывать. Для кого-то из вас это может означать как раз, как пространство вам будет помогать переключиться на что-то другое. Все же выпадает значение креста. И даже какие-то со знаком пусть минус события, они, мои дорогие весы, они для вас как ориентир могут быть. Что в каком-то направлении, может быть, не стоит двигаться, развивать. Или наоборот, это как вот одно событие помогает осуществить что-то другое. Вот есть взаимосвязь. И это все мы говорим по судьбе. Но есть, видимо, разные, как наша жизнь. Есть и плюсы, есть и минусы. Поэтому нам и говорят, будет и то, что тебе нужно будет оценить рационально, без эмоций. Но есть и то, что тебя, несомненно, будет радовать. Давайте посмотрим, что еще. Благополучие. В конечном итоге все сводится к благополучию, мои дорогие. Весы и... видимо, что-то не пропустить. Или смело шагнуть в эту эпоху перемен. Или к тем событиям, которые нам доводится прожить именно по судьбе. Возможно, этот период от вас потребует очень важных решений, мои дорогие весы. И это решение, как выбор, будет сделать не так просто. И я смотрю, пока с вами разговариваю, смотрю, что еще совпало. Не вижу пока больше совпадений. И у вас нет таких значений, как, например, маска, скрытый враг. У вас нет, в разных позициях это выпало. Или змея, предположим. Но, то есть вам, в принципе, никто не мешает. Но выбор вам этот сделать, поскольку полярные карты есть и то, что, ну, будем говорить, то, чего вы не ожидаете, но есть и как великий праздник или какое-то торжество. Жизнь наша не бывает полностью сбалансирована, но в конечном-то итоге вы вот этого благополучия достигаете. Не увидела я дополнительных значений, которые могли бы совпасть. Давайте я достану на картах Таро, и мы спросим, чего же будет касаться для вас, мои дорогие весы, этот период. С чем вы можете столкнуться? Вот мне интересно. Вам придется делать выбор. Это как выход из лабиринта. Вы, может быть, долгое время не могли к чему-то приступить. А, видимо, обстоятельства еще будут складываться так, давая или вынуждая вас на что-то обратить внимание. Но выбор вам придется делать. Это действительно так, нам говорит карта. И, может быть, раньше вы были более согласны на сохранение прежней ситуации. А здесь все равно что-то происходит, может быть, как событие извне. И вам в этот делать выбор придется, даже если вы ничего подобного не планировали. Давайте мы посмотрим. Но выход из какой-то создавшейся ситуации будет. Что это может быть еще? Посмотрите, 2 туза. Что-то на кону стоит у вас очень важное. Это действительно будут события, или даже 2 события, или одно событие, второе может означать какие-то документы, бумаги, соглашения, нужный документ, который вы получите, чтобы осуществить что-то. Может быть, это будет сопряжено с тем, что обстановка вокруг вас будет непростая, а вам придется хладнокровно принимать какие-то решения, мои дорогие весы. Но по тузу Пентаклей, да собственный туз мечей, тут не просто выход из лабиринта, а когда мы уже как зерно садим в землю будущего успеха, будущих побед. Может быть, как заработки, как-то пересмотреть свою стратегию по финансам. И для вас действительно период этот очень продуктивен. Может быть, совершенно новые какие-то, дополнительные, как доход или новая стратегия вашего дела, бизнеса, творчества. Тут будет вам давать судьба, жизнь, пространство, новые возможности. И от того, как вы этим распорядитесь, вот так вот
хладнокровно будет зависеть ваш успех. Давайте мы посмотрим, чего это еще может касаться. Документов действительно будет касаться. Король жезлов, карта харизматичного лидера – это тот, который умеет правильно оценить обстановку. Да, карта не говорит, что он куда-то спешит. Он стоит и думает, а на заднем плане лев. Где-то есть прообраз огня, эго. Или вот полилит, если мы так переложим. Это ведь тоже та сила, которая в нас проигрывается в этот период. Особенно это касается вас. Очень активно. Хочется сделать что-то по-своему. А карта нам говорит, тебе придется много раз, видимо, что-то передумывать, переигрывать, просчитывать. С чем-то не ошибиться. Но это лидерская карта, и поэтому изменить вы можете свой статус, мои дорогие. У кого-то по работе, у кого-то по личной жизни, у кого-то все вместе. Что это еще может быть, этот период? Вот этот баланс, он у вас будет в двух категориях. Чтобы не было какого-то пролапса по финансам, решить финансовые проблемы. И чтобы не было противостояния по взаимопониманию с людьми. Для кого-то из вас это будет означать закрыть какую-то прежнюю историю, которая была разочаровывающая. Иногда вот именно по пятерке пентаклей проходит недопонимание. Может быть, буквально есть человек, с которым вы говорите на разных языках, и вам придется, нам ведь сказали, может быть, и изучать что-то. Или как-то тут еще может сложиться ситуация, и тогда вы можете начать изучать языки для того, чтобы правильно и лучше ориентироваться в какой-то обстановке. Или вы можете себя переориентировать на новую работу и поймете, да, мне нужно именно чему-то научиться, чтобы было больше взаимопонимания. У кого-то этот аспект проиграется так. И одновременно это еще и финансовые вопросы, чтобы не было какого-то минуса. Вот эти две сферы, они как раз с вами должны в баланс и быть приведены. Я уже больше карт не тяну. Это выпадает карта императрица. Это возможности. Это статус, безусловно. И кто-то поменяет статус через работу, у кого-то через личную жизнь. Это произойдет. Мои дорогие девочки, кто-то может узнать, я жду ребенка. Или вопросы, в принципе, вы уже мама чья-то, значит, вопросы материнства с вашими детьми, какие-то дела, события. Вы будете жить этим или улаживать что-то. Это символика нового «я», олицетворение, когда мы воплощаем нашу мечту в реальность, когда у нас в балансе и финансы, и взаимоотношения, и любовь, и дом полная чаша, когда мы можем радоваться и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Видимо, как и сегодняшнюю жизнь вам придется организовывать, но... может быть, и решать те вопросы, которые, ну, как-то сложновато вам будет это сделать. Но оно того стоит. Возможности будут, потому что у вас два туза. Да, не торопиться. Не торопиться – это не значит, что мы ставим что-то на паузу. Вовсе нет. Это могут пройти минуты. Наш мозг принимает решение за 15 секунд. Но мы можем думать 15 дней, 15 месяцев. Кто-то еще больше. Понимаете? То есть, сколько ты не думай, а вот как-то рационально более подойти к решению тех задач, которые, точнее, ставит либо судьба, либо то, что вы себе наметите сами. Но, повторяюсь, оно того стоит. Императрица – это та, которую любят. И неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или девочки, построить совершенно новую концепцию качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.